Да сосет это ваша Аргентина. Включите наш матч. Осу Лайф 2, быстро. Где? Ой, они еще не подрубили. Еще на этих раков смотреть. Где наш... Притопка за Финляндию сейчас произойдет. Такой мультистрим. Вы же понимаете, что французы не могут проиграть? Но если французы проиграют, то они просто, ну я не знаю кто. Это просто позорище. Межгалактического характера причем. Ну это невозможно. А что финны выиграют, непонятно, между прочим. Спасибо. А включили стрим? Как квартиру, ну, ты там погугли, и там тот, кому ты доверяешь, тому и квартиру суй. Но я бы никому не доверял в плане квартиры. Я тебе больше скажу, что нужно, ну, на очень лоу, так сказать, для поднятия интереса, знаешь, исключительно. Ты что, типа сдавать квартиру или что? Не, там чел хочет поставить хату. Спрашивает, где ставить хату, я говорю, что с большой суммы всю эту фигню ставить смысла нет, и тебе не дадут еще к этому. Да там нельзя, да. Угу. Нет, смысл-то был бы, ну. Не, ну хату это перебор, ну типа. Там есть. Но половину можно. Ничего страшного. Тут, наверное, пока я отходил, втирал про то, что нельзя много ставить. И я пришел. Да, так и было. О, включили! Ура, ура. Что-то громко, блядь, все. Нидерланды, Финны. Нидерланды, Финны. Все за финнов, притопка невозможная. То есть, абстракт кибит, ты видел, какой там кайф? Ё-моё. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Надо притопить, пацаны, фризет там. Фризет хороший чел, а Массетик хороший чел. Вот эти ребята не должны проиграть никак вообще. Они, ну, прям скилловые. Привет. И мы ценим скиллы. Во, хорошо. Ку-ку. Что за музыка играет? Бесит меня. Ой, хорошо. А что у нас по расписанию там вообще? Мы смотрим вот этих товарищей и дальше что? Там Германия с Канадой. Сразу после этого? Да, сразу после этого. Ну, вообще хорошо. Так, пацаны, я кидаю в чат голосовалку. Кто голосует за кого, вы там выберите. Ты за кого, Талала, голосуешь? Угадай. Я предположу, что за Финляндию. Я тоже так предположу, если честно. Я тоже голосую за Финляндию. Мы получаем 77% за Финляндию. Пока что. Давайте, пока матч не начался. Да. За кого притопите, тот и победит. Это же по классике. Хорош.
Завтра в 7 Надо утра подъем у меня, во всяком случае. С притопкой за... Кого там нужно притопить? Кто там в 7 утра играет? Чили, Австралия. Чили, В 7 Австралия. утра западло вообще. А я встану. Я встану в 7 утра и притоплю чину. Я все равно спать не могу. Меня кошмарит ебануто и трясет. У меня этот, кстати, по тесту цветов там на тройке, ну ты понял. Понял. Тебя трясет на тройку из 12. На тройку из 12 трясет пока что. Поэтому я сегодня, например, проснулся в 3 ночи, в 5 утра, в 7 утра, в 9 утра, в 11 еще проснулся проверить, что там происходит. И там нормально стало где-то, когда я уже вот к матчу встал, короче. Хорошо прям почувствовал. Ну слушай, у меня Силу. бывает такое, что я под утро просыпаюсь несколько раз. Вот именно, знаешь, типа, с 10 утра начиная, там, я проснусь пару раз, но хочу еще поспать. Такое бывает. Но посреди ночи нет, у меня не было. Угу. Да, Канада-Германия вообще хороший матч. Привет, Лейф. Так, 82% за Финляндию, 17% за Нидерланды. Парни, если что, голосование вот здесь. Если кто-то порешал, за кого он в итоге голосовать будет, топить. Завтра все, скорее всего. Падла. Если там нормальное расписание, сейчас я посмотрю. Еще раз. Ну, то есть в 7 утра я встану, предположим, а дальше все подряд идет. Ну вот вопрос, буду смотреть Мапул Шоукейс, конечно, остается открытым. Возможно, я пойду лучше по это... Зачилю. Да шоукейсы впад лучше. Да шоукейс. Угу. А дальше, ну... Там еще и последние матчи. Последние матчи. Ну вот, смотрите, United Kingdom Ukraine точно досмотрю, а дальше по ситуации. Дальше как настроение сложится, как вообще будет по кайфу смотреть это все или нет. Ну вот до суда точно. United Kingdom... Ну смотрите, United States точно выиграют, Польша точно выиграет. Это вообще без шансов. Вот на этих челов и на этих челов я бы посмотрел. Ну, очевидно, Россию тоже там. Вот. А дальше мы базачилку устроим. Да как настроение будет, смотря? Если прям охуенно будет смотреться, если я буду очень веселый и довольный, то, возможно, и просижу до конца. А если у меня будет полный тильт, и, так сказать, финансы будут потеряны, то, очевидно, будет грустно. Так, ну чё они... Это долго. Да, долго. Слушай, ну Лили и Люциано это два единственных типа, которых я запомнил с прошлой Я недели. что-то, помню, у К2 еще делал, ну ладно. И С2, ну что-то такое. Справа зато я запомнил, эстетика. Ну смотри, да. Нидерланды забанят там какую-нибудь ДТшку, да? Слушай, я не знаю даже. Хардрок может забанить. Хардок 2. Да, мне кажется, ДТ надо банить Нидерландам. Есть чуйка, что они какую-то карту точно не тянут. Фримод 3 надо забанить им. По-хорошему. Они с модами точно не потянут эту хрень играть. Ну, там моды простые. Ну, хрен знает, ДТ2 скорее надо банить. Если они хотят ХБПМ банить. Но пол меняется каждую стадию. Ну, смотри, он банит ДТ3 вообще. Ну, тоже неплохой бан. Ну, там СОКР, да. На мотре от Финляндии тоже нормально в их ситуации. Угу. Хороший бан против Нидерландов тоже. Хороший размен банами, одобряю. Непонятно, что по R8 у Финляндии. Мне кажется, раз не забанили, значит уверены. Первый пик получается чей? Нидерланды. Первый пик, Хиден 2, да? HR2 пик. Чего? А они просто на ФПХ R2 берут?
Ну, типа, ну, это стратегия озера, по-моему. Слушай, не знаю. Это взять карту рандомную, чтобы на растряске попытаться отжать. Ну, мы лично топим за Финляндию с Фалоном. Я думаю, причины очевидны. Потому что Фейердиггер живет в Финляндии, очевидно. Фалон со мной на фоне. Сегодня, ну, до конца досмотрим. Там Германия-Канада дальше, охуевший матч, как бы, после этого. Надо смотреть. Посмотрим, насколько там плотная заруба будет. Так, финны, надо выпустить кого-то. Блин, у этих типов слева так-то выглядит как-то плотно. А Зипей вышел, Зипей нормально, Зипей нормально. Зипей я тоже помню. Not surprised to see that banned. It seems like Netherlands are more comfortable keeping that double time 2. But the first pick here from Netherlands, again, no surprise at all. One of their best maps performed in the qualifiers. У тебя как... Сейчас я перезагружу, может там уже это? Нормально. Нет, они еще не стартанули. Yeah, flow aim, kind of spaced streams mixed in as well. And ну так-то для растряски не страшная карта. Но мне кажется, вот этот веселый Челлингтон просто сосуд, нет? Челлингтон 15. Слушай, не знаю, как Весел, он, по-моему, у них выходил на хардрок играть в прошлый раз. Мне кажется, Ахео Челлингтон лягут. Но если что, я готов уже мощнить, прям жестко мощнить. Ну, мощним как никогда. Мы за Финляндию болеем. Но у них игроки получше, и они ДТ хорошо играют, мне понравилось. Они в целом, да, неплохо играют. Они неплохие, они более чем такие. Our first map of this match. Stakes are at an all-time high for both of these teams. If they are to fall in this match, they are to fall forever in the All-Squad Cup. Ну тут мощнить, возможно, сильнее придется. And advancing into the losers bracket stage. For Finland to do is freeze Amasadik and Zepe, a very core and very understandable roster here for Finland. Kind of the strong hard rock core for this. Так, Зипей миссит, это плохо. Но хотя бы так рано. Фризет миссит. Что, контрпикнули? Подожди, не-не-не-не-не-не. Слева помешали, одно комбо слева, два справа. А Масетик миссит. Сложно. Так, Зипей, держи. Шут с 99, держи, братишка. Подожди. Что там? Ахео! Ахео, давай. Нет, подожди, рано. Ахео, это, упади. Он сейчас не попадет в триплеты. Стимас, что-то там... Он должен не понять, что происходит. Промазать. Челлингтон промазал. Джампы. Отставание сокращается. Ахео очень сильно что-то пошел. Он сейчас убедит и обосрется. Сейчас тап нажмет и улетит. Он понял, что на нем держится игра. Надо падать. Все. Ну все там уже, что ты пытаешься, Ахео? Давай это. Люциано. Смотри, Ахео трясется. Улетел. F написал. Ну блин. Сорян, братишка, но нам пришлось стало. Осторожно, тихо. Ну все, выиграли. Нет, без варик. О, спасибо, мужики. Нам пришлось подкрутку устроить. Этот чел вообще вышел раньше времени. Им же не хватило, да? Не, за Россию мы тоже болеем, если что. Им же не хватило там? Кому?
Типам слева не хватило же, да? Ну, конечно, нет. Типам слева там вообще далеко. But it might be a strategy. They might have just gone for a 50-50 pick first, and you know they might have В прошлом матче шведы, да, уничтожили. Шведы уничтожили? Шведы не играли еще, они с с Тайванем. Разве шведы с Тайванем? Подожди. Конечно. Играли... Точно, шведы с Тайванем были, и должны быть завтра Должны были еще. быть. После Гонконга на Филиппины попадается. Филиппины там тяжело. В отличие от Гонконга. Гонконг легкий. Да, я про Норвегию говорю. Ну смотрите, завтра Украина 8 по Москве, Россия 4 по Москве. Оба матча офигенные. И Украина, наверное, даже лучше. Потому что Украина реально может выиграть вот этих челов. Финляндия пикает FM3. Это хороший пик. Это нормальный пик. Для прощупывания этого. Хай БПМ более чем. Я предлагал НЛом забанить FM3. Не, это может быть нормально. Я действительно верю в победу Украины, если что. Какой-нибудь тайбрейкер или... Там можно вытягивать. Да можно. Можно эту пасту озвучить будет. Так, ну... Чуваки, давайте. Слева вышли Кушпер, новый вышел Кушпер. Справа вышел новый Деску. Амасетик, Фрист и Xipay остались. Это нормальные типы. Казахстан с Японией, там... Ну, может, тимут что-то, но сложно. Это карта 7 звезд в моде? Да, так много сейчас за БПМ дают. Она, знаешь, типа на уровне там ДД чином. Yeah, this is the ultimate speed core for this Finnish team. You're going to be swapping out Shadows for Desku, another really strong time player for Finland. On the side of the Netherlands, you do still have a few big threats here, especially in Koshbra and Luciano. Be afraid of those guys because they are going to be the big hype factors for this team. Luciano rocking the hard rock along with Ahio, literally on the hard rock. A little bit of overmodding here for Netherlands. Так, слева два хардрока. Какие у тебя мысли по поводу двух хардроков слева? Ну, пойдет, если они не читают низкий R. На самом деле, на этой карте R неудобный. И если ты аимишь, ну, ты человеческий хоть как-то, то с хардроком тут может быть легче играть. Это единственная карта, которая с хардроком, возможно, легче играть, чем ноумодом. При определенных обстоятельствах. Так, тем временем Ахео миссает. Там Деску миснул даже сильно. Деску разменял, да. Кушпер хорош, Лили. Да только начало карты. Тут не так сильно миссы будут троллять. Да, карта долгая довольно. Yeah, I mean, you're kind of looking for the hard rock players to kind of carry on this. Hard rock on this map is more of a comfort thing because with the higher circle size, you've got a lot more dense reading into this map, which mixed with speed can be a deadly combination. So it's not surprising. Да, сегодня 9 замес. See more of the hard rocks in the overmod. This has been the map the players have overmodded on out of everything in the pool thus far. And you can see though that it's not really having an effect. We just had the one drop I think from Ahio. Luciano they're going to be finding a big drop there. В центре карты прям. 0 ФК слева. Одно. А, нет, 0. 0. 0. Но разница маленькая.
Там чел с хидом очень странно играет. Что Лили очень сильно играет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Скорость справа неплохие вообще. Не считая типа с хидом. Ты смотри, 9,5 аку у всех. Ну они хорошо, они ДТ закроют все. Этих челов. Они все ДТ возьмут. Спокойно вообще. Может, ДТ-2 увидим первый раз за сегодня. Да увидим, наверное. Фриз миссает. Ну, без разницы абсолютно. Уже абсолютно без разницы. Можно всем миснуть, и никакого толку не будет. ZP миссает тоже, а Масатик остался один. А что, Нидерланды так сосут? Ну, то, что мы почувствовали это заранее. Но они могут взять какие-то карты, кстати. Могут, они RO16 могут взять. Блин, хоть бы финны додумались после этого ХБПМ пикать. Хоть бы у них это... Да, ДТ-2. Ну, кстати, ни одного ФК справа. Ни одного ФК справа, но этого им хватит, чтобы разнести их на всех ДТшках. Beautiful work here from Finland. Just keeping it going, keeping it consistent, sticking with their strongest maps into the early думаешь, stages. R8 No пропикнуть? checking it out, no saving it for late stages, just immediately going да. into it. Just Надо keeping it R8 брать. shoehorned in with their lead here. Ну, Netherlands, мы с they're gonna фолловым have за to fight финнов. back Вы with как something, хотите. but the question За кого is хотите, за того what? болейте. There really isn't Мы вас не many принуждаем никак. super advantageous picks you Там could голосовалка lean есть. into here, Большинство в чате за outside финнов of тоже. maybe the Hard Rocks or one of the 80 на 20. free mods that are more kind of Hard Rock in favored, like the free mod 1. There is potential for that there, so yes, you could give them maybe 2 maps that Если они they сейчас could тримасы win it on, попробуют but пикнуть, это будет even просто then, ошибка Finland have some глубочайшая. incredibly threatening Нидерландов. players that Не are попробую. really И, nothing но to мод 1 им нельзя consider here пикать, to я тебе not больше think скажу. about. Им нельзя You've got the пикать Hard Rock 1 in Coffins, you also have Hard Rock the 1. Free Mod 2, Они нам not 4 the, берутся, правильно? Free Mod 1, the Free Mod 2, that Да. could be possible, but it's not going to be that. И это They're они, going скорее to be всего, заберут. going Но, for the блин, no надо mod проверить. 4. Может, A финны это заберут. bold Если финны pick это заберут, это from вообще the жесткая Netherlands дезмораль here. будет. Finland have 2 phenomenal По reading Нидерландам. players, where the Netherlands, they do have the power of UC2, who is the star staple reading player for this Netherlands team. I'm 100% expecting him to excel on this and give the Netherlands that potential hope. You Каланлу also have Lily вышел coming in here, Пупинов. who is very capable of doing some great work on maps like these. I'm looking forward to this because although on paper you could see Finland doing really well, Netherlands have some really big threats that could make this map Выпускайте exciting. этого. Ису Каса Пупуджи выпускайте. Yeah, it's one of those maps that it hits hard and fast when you get started. In some of the other matches that I've been a part of today, you just see players. Чел, в часе, надеюсь, ты лучше сел. And it can all go very badly very quickly. But if you can hold on to a bit of combo, you gain score like nobody's business, and that really makes the difference. It's those small little combos that you want to try and build as quickly as possible. Just hold on for a little bit more every single time. That can really kind of work towards your favor. So a lot of aim to focus on here. So actually, aim players tend to have more. Я лучше не смеяться над челом, than а то еще это, мне его жалко станет. the reading element. Of course, the Или команде Финляндии его жалко big станет. factor, but if you can't aim it, no point being able to read it. Ну смотри, there's no UC2 mod 4 залетел, is a dirty там one as Лили. well, extremely overlap heavy. У НЛ Here хорошие reading шансы with на эту карту. lots Да, of у них all хорошие шансы, они things выиграют that ее, скорее всего. kind of go Справа back-to-back нету with ни one Амасетика, ни another. ZP. Никого, Keeping да. yourself on your Тяжело. Никого toes, нет. 'cause if you lose a tiny inch of focus, Но you are Ждюс не going такой to плохой, кстати, completely на самом деле, fall вроде как. apart on this map. Но если чел, если в It's это one of проигрывает, the это harder лузовая. maps in the pool. It's extremely конечно. difficult. Конечка. And yeah, perfect stacks, awkwardly angled 1-2 jumps, overlapping reverse streams. Any awkward kind of gimmicky skill set in this map, it's probably there.
And I think the only benefit to this is that it is decently short, 1 minute and 39 seconds long, just bordering. Хоть бы челы справа все хотя бы хоть как-то это читали. So if you are going to be suffering on this map, you're not going to be suffering for too long. But that's kind of the only forgiving thing about this map. Outside of that, it's a toughie. Ну что, посмотрим. I think a lot of that kind of like. А Hidden 2 забанен? Блин, я не помню. There's not too much about it, but it's the reason why it is left in the pool over other stuff, and you already see just the everything start to fall apart here. Lily and Ahio. Деску миснул тоже. Ахио. Gonna be joining them, and like I said, snowball effect. One will go, the others will follow. Lily. Бля, как вы миссите тут. Stooz is down. Because you can't put any mods on this sort of thing. It's really tricky when you force a 4-man on 2 на 2. 3 на 2. Yeah, you can kind of see Так, the parts нормально. of this map that make it really tough. Several players are falling apart here. Manivat, Lily, and Ahio. А чё, НЛ вообще играет R8? Юка 2 играет. But it is Ну, Kalu если and 2 UC2 единственных. still looking good. Descu also keeping А там up as смотри. well, but that's Он gonna выигрывает. be Сейчас Ука 2 выиграет. up to UC2 Соло. for the Netherlands. О! Everybody's gotta fall. Опа. Опа, равная. Netherlands unfortunately crushed. We're going into one of the really Этот awkward момент sections вообще не here. читают, Linear пацаны. circle, linear Или нет, patterns, читают. but Чиллингтон sliders читает. in the middle of them, which has led to Чиллингтон, several combo завязывай. breaks already. Literally, Ahio, Ala, Descu, Чиллингтон, so many завязывай. drops here. Да, он завяжет, Чиллингтон. он не сможет. Especially Manivat with the leading combo for the Netherlands. Ahio may drop. Чиллингтон, все, хватит, это не надо. The two Dutch combos in UC2 and Manivat are keeping Finland Да всё, at это луз. arm's reach. Они They're still они not проебали shooting это. for a threat, especially with that drop from Descu. Тихо. Really holding on to things here. You see, Тихо. Надо holding on to обратно. things. Чиллингтон. Опа. It's only 100k between them, but that Вот still так вот. feels like such a massive gap. Yeah. Between the Фу. players. You know, like you said, Manivat really putting in work. UC2, but it's the supporting combos. Ну, those Канлулу real хорошо combos, сыграл, like I 650. mentioned, that really make Да. the difference Будем on that. честны. Один мисс. Ука 2, кстати, тоже. You know, if you can't Ука do 2, like смотри, a как 200 сыграл. combo, then Да. Не повезло. Но это на грани было. look at the score Ну и difference тому, и between, like, другому не Ahio повезло, and но они Descu. одинаково сыграли, друг That's друга like закрыли. Just over 100 combo between them, but that Так-то score of Чиллингтон тоже не так хуёво. 120,000, Чиллингтон нормально сыграл. it's so Я- на important 200 with those хапали. little combos to really get as high as you can. Как он А на It's really 91 unfortunate for the аки Netherlands. They набрал, had да a как couple вообще? really Я threatening scores никогда не there, видел А, but по-моему. Ну, Just миллион players мисок, in потому что front. соток не так It's много. very clear this isn't Ahio's skill 6 set, so you соток. can't really blame him for being the next best player that you can put in here for Finland. It's just unfortunately not his map. And for Finland, just overall looking more comfortable. I don't really know what else you can really say. I mean, everyone in the Netherlands put up a good effort, especially Lily, trying everything they can to try and pull something back. But for Finland, simply way too much support, way better comfort, and sniping Netherlands. Ну что, они просто ДТшку берут на Финляндии и выигрывают спокойно. ДТ2 пикают, и это видно. ДТ2 набрать. Нужно брать ДТ2 и забирать это. Если они прикалываться не будут и брать фримод 1. Да хоть бы не прикалывались. Нужно просто ДТшку вставлять, и все. Только так играть можно. Блять. Что это такое? Ну слушай, фриз там ассетик GP на этой карте может быть даже неплохо. И Juice еще вместе с ними. Maybe пойдет. Блин. Ну какой же фри ДТ2 был? ДТ2 абсолютный фрипик. I mean, it's not that it's a bad. It's an interesting pick for sure. Так челы слева еще хуже сыграют, But чем I они. can definitely see why, if you kind of look at the consistency picks that they Остается did только play надеяться. last week. You know, they've Я actually про got ДТ2 там very часть good пишет. scores. ДТ2 просто тяжело, они I всеми think плохо играют. Да похрен, look насколько at она тяжелая. the fact that Челы it's слева R9, хуже играют весь you джим. know, the hard rock players are gonna be quite Это comfortable, логично. the hidden players are gonna find it quite comfortable. The mods Вы просто даете им actually шанс лишний. change it that much. Хоть бы не овермодили, боже. So it's quite nice, really. Ну, К2 выйдет с Хидном поиграть, Толян пойдет. Variety on. And, you know, you've always Извлечен got players Толян. that you can rely on, so you're expecting that no mod player to really be the cornerstone of your team. Справа нету амассетика фризда. Очень странно, что они щиты взяли. Overmodding is Они potential. I would раскликаться probably дали. say maybe more hidden than hard rock. Чё, Интересно, Весель же зачем? толком
Весель слева должен быть. А Весель ушел. Выпускайте фриз, да, хотя бы пустите в лобби. I think I might. Одного нормально. Во, все хорошо, все хорошо. Hidden picks here. I think the jumps overall are going to be a lot more comfortable. And with this AR being what it is, AR9, having a hidden around is going to make this a little bit dense and a little bit uncomfortable overall. Granted, the hidden players are going to be the ones who are the more comfortable players on hidden, but I feel like the hard rock players are going to benefit quite a bit more than the hidden players for this map. Of course, feel free to disagree, but that's my thought on this map. I feel like the jumps become a lot more easier to process and to hit with the hard rock. Granted, the spacing is going to be a lot more amplified, and the diff spikes are going to be a bit more difficult for the hard rock Да, players. конечно, Рузон. But for the Конечно. jumps overall, for the overall map comfort, I'm expecting to see a lot Напряг more hard rock сумасшедший here. происходит. And we are going to see an overmod here for the Netherlands. Once again, a double hard rock here from Luciano and a Heo. And for UC2 rocking the hidden. First appearance here from Talala. Так, слева два хардрока. Ну, это, по-моему, руина. Пик с расчетом на овермод, наверное, был. Они поняли, они выкупили, что у челов справа есть привычка овермодить. Ну, слева. Слева, да. Ну, что-то челы справа играют просто фиговое начало. Зачем брать им, когда вы жимеры, это тоже хороший вопрос. Okay, maybe not a few. Just a couple. One from Zepe and one from Freeze. But outside of that, it is looking pretty solid here. Netherlands holding onto a lead with a 4-way FC going past this intro section and going into the first verse. Yeah, I mean, you can kind of look at this as actually not great for Finland going into this. You know, dropping the Nomad even this early is really it's not a good sign at all. And with Netherlands down 2 breakpoints, they could really do with trying to take advantage of that, trying to hold on to these big combos as long as possible. And we see Nev going to be finding a break for Finland, so more bad news. Тайлян мисает. Talala will be finding the first miss. Я что-то чувствую, что Люциано слишком сильно имит. Что-то какой-то уверенный больно. Есть такое. Это очень хуёвый пик, по-моему. Я, конечно, понимаю, что Ахео миснет, но вот Люциано какой-то просто человек. По движениям судя. Это очень тупой пик. Следующий пик еще и Нидерландов будет. Но повезло, что нет эймер в поле. Ну да, пикнуть говно сложно. Но они R8 не банили, наверное. R8 HD2, наверное, да, еще есть. Они на мод 3 забанили справа. Поэтому HD2 осталось. Че миснут? Че Люциано миснет? Я чувствую, что не может долго продолжаться. Надо им всем слева, на самом деле. Опа! Чуйка не подвела. Юка 2. Ахео тоже что-то разошелся, он забыл, что он тоже с хардропом. У Толяна что-то совсем. Давайте Ахео, UC2. Да UC2 обосрется, это 100% в конце. Причем нереально. There's a little bit of a slower section here. Pretty tame, pretty chill, just some chill, I guess, back and forth across the screen. But I believe there's one more slow slider after this, which will go... Oh, okay, nothing there. But it's time for the final KI, the big disc spike of this map. Here's the part where we expect to see the most breaks. The first one to fall is Aheo. Are we going to see anything else? Nev goes to the flip, and Luciano's going to join him. Ахео. Ага, отлетели. Как же легко! Хорош, Зипей, как же он имит. Хорош! И... Да молодцы, молодцы, все равно, молодцы, Деску красавчик, затащил. Хорошо, хорошо.
And the biggest pressure point here that could have kept the Netherlands alive if it wasn't for that complete collapse. Zeppe and Freeze are going to go, so does Nev, but Desku is absolutely shredding on this. And Desku just красавчик. the full combo for Finland. Хороши, да. Угу. Ух, что-то близкая карта, зачем они такую пикнули вообще? Не знаю, пофигу. Взяли и взяли. Так, ну... Но проебать могли вообще легко. Есть такое. Ёбаный Итальян 3-2-2. Да мужики, Итальян. Ну логично пикают ХД2. 50-50 карта очередная. Возможно даже с челом слева проще будет, потому что у них вот этот ЮК-2 сумасшедший какой-то с хидном. Я не думаю, что Финляндия настолько хороша. Именно ХД. Ну там вот этот, как он выходил, Канлу, что-то такое. Угу. Думаешь, он хидном тоже хорош? Слушай, не знаю. Если они его не забанили, наверное, они его не боятся. Very jumpy. This is very much the opposite. You know, it's all flow aim. There are some linear streams as well to watch out for, but you mainly focus on trying to read them and being careful of those 1/3s, because sometimes you'll have streams that go into 1/3s and then come back out and go back onto streams. So you know you're really. Еще посмотрим, как они играют хиден. It's a nasty map. Там все остальные больше вопрос. Yeah, this is one of the hardest maps in the pool by far, if not the hardest map in the pool. ХД2 очень сложный, да. Really tough. Но трек смешной. Впервые пикнули, по-моему, да? ХД2. Дали. С фонарем нельзя играть. Но вот сам. Там Лузи Пей, Амасетик Нев. Там Лили, UC2. Ну там Чиллингтон и UC2 опасный. Думаешь, Чиллингтон опасный? Я думаю, Чиллингтон может навалить. Кажется, Лили и UC2 опасны. А справа Колонлу один, наверное, опасный. But overall, it's a tough map with multiple skills here. Of course, you have to talk about the AR8 reading. Of course, you got to talk about the flow that we talked about, but there's lots of other stuff as well. Weird, snappy, and linear aim patterns with some zigzag patterns that I'm nervous to see, and just overall really demon. This is one of the hardest maps in the pool, and yeah, I'm looking forward to seeing what the Netherlands. Насколько же она сложнее нам 4 по ощущениям? No, this is a Netherlands pick. I take it back. Netherlands with a solid start in this matchup. It's hard to tell because Finland look like they've just been winning. But it has with Kalulu going to be fighting the first miss for Finland. It has been a Finland-dominated game. But Netherlands are playing well. Так, у Нева 7 стаки. Ну какой-то цирк происходит, по-моему, нет? Это вообще, это самая сложная карта. Let's try and catch up. Nobody got through that with an FC. So we start again, more or less. It's slightly favored to Finland at the moment. So we've had some big accuracy drops. Kushba and UC2 also had a big drop as well. So Nev though really. Ну тут слопарта надо комбить. Gonna hold them back if they can't get it under control. Zeppe down. Kushba, Lily all kind of falling at the wayside here. And yeah, it's really, you know, it's in an awkward situation right now because there are not big combos. There's a double comes in from Netherlands. There's so much to cover on this hidden 2. What is going on, Shiva? Simply break after break after break. Ну, если УК-2 в соло это не выиграет, то это проеб. Ну, еще хардпарт в середине будет, посмотрим. Ему бы миснуть, на самом деле. А, он джампа не может, видишь? Вот, все. Это луз. Но, походу, он просто джампа не тянет. Ну, рановато в полу говорить. Да в плане сейчас слопарт. А, ну, ты же видел, бывает, вон Лили и миснул, например. Always been one of the staple star reading players for this Finland team, and Слушай, definitely looking to be the most comfortable. Если хардпарт никто тут не пробьет. С любой стороны. Вот этот хардпарт никто не фкшит.
a drop from several players here. Zepe and Nev to fall for Finland. Literally, Kushpa and Manigdat are gonna fall. And with the big... Ебать, он хорош! С самоэстетиком красавцы. Они, оказывается, жестче, чем я даже думал. Они намного жестче, чем я думал. Это было очень жестко. Unfortunate for Netherlands, they're a really good team, but they haven't been able to pull it together on this match, and Finland just unbelievably so goddamn strong on this hidden two, despite it being a Netherlands pick. Жестко. У всех справа выше скор, чем у всех слева. Ну, возможно, лучший скор на карте выдал. Скорее всего. Ну, какой-нибудь этот, Малежевский. Малиш может, да. Ой, ё-моё. Ну, Джампа не попал. Ну или Worst Hair Player'у повезет, конечно. А, он уже сыграл, все. Он уже сыграл. Только Малиш, если выпендриваться будет на этом. Реально. Ну, эта карта слишком сложная для этого этапа, мне кажется. Очень сложно. Относительно... Всего остального это очень тяжело. 5-0? Да, это 5-0? Внезапно. Значит, там с этими товарищами. Французы что делают? А, французы тоже выиграли, походу, 5-0. Два легких матча. Да, два легких матча, предсказуемых достаточно. Я думал, у французов хотя бы карту отожмут точно. С учетом их геймплея. Да, могло быть интереснее, но ты видел там... Я думаю, я не ожидал, что финны настолько жестко сыграют, если честно. Финны очень хорошо сыграли, да. Финны прям на сложном именно. На сложном хороши. Да. Внезапно были. Они даже не под себя пикали даже еще. Да. Страты не попалили и сыграли более чем. Что у нас дальше? Канада, Германия. Слушай, я что-то устал. Я, наверное, не буду последний матч смотреть. Да, я посмотрю Канаду, Германию и пойду. Да, давай. Так, давай, хорошего тебе вечера. Давай. До свидания, до свидания. Что там? 21:00? Фух. Ну все, я пока себя ощущаю гением экстрасенсорных способностей, если что, чтобы вы понимали. Я очень доволен. О. Аргентина сыграла в 900к НМ3. Но НМ3 сложная карта внезапно. Докуда Россия дойдет в верхней сетке рандом. Но вот это пройдет. Вот против этих челов пройдет, короче. А дальше, я не знаю, против Филиппин как будут играть. Сложно. Пул надо смотреть. Не, наши завтра играют. Гонконг пройдут. Должны. Ну, шансы большие на то, что Гонконг пройдут. Очень, наверное. Германия-Канада на кого? Вообще нельзя. Никак. Германия-Канада абсолютно равный матч. Не, гонки я не заказывал. Фух. Не знаю, если бы я ставил в пикемах, я бы ставил на Канаду. Да, Мапул 2 звезды, ты понимаешь? То, что это Мапуле хреново... Ну, игроки очень хорошие с той стороны, чтобы этот Мапул играть. Там равный замес будет. Ну, будет смешно, кстати, если кто-то из них выиграет в нуле, но я поржу с этого. Ну, очевидно, я за Канаду притоплю. Просто из принципа.